Привет всем! В этом видео сделаю небольшой обзорчик на видеорегистратор Xiaomi. Заказывал его не для себя, поэтому у меня будет один день для тестов. Расскажу, как он подключается, настраивается, покажу записи видео, какие он делает днем, какие делает ночью, и все вам в этом видео сейчас изложу. Упакован вот такую вот коробочку картонную, крепкая, надежная, плотная, поэтому думаю, раздавить видеорегистратор на почте не получится. Все сделано довольно качественно. Дальше идет у нас вот сам видеорегистратор. Здесь у нас инструкции и антистатические пленочки на стекло. Они запечатаны в вот такой пакетик. Видеорегистратор идет с дисплеем. Дисплей у нас заклеен пленочкой. Сейчас мы ее снимем. Вот. И на пленочке у нас есть указатель кнопочек. Они подписаны. Вот они у нас кнопочки и функционал. Ниже находится кнопка включения. А эти кнопочки для управления и для настройки. Здесь у нас идет разъем для крепления. Вот он. В комплекте также идет у нас крепление на лобовое стекло. Его можно снимать, ставить. Оно клеится с помощью двухстороннего скотча. Здесь у нас пленочка снимается. Крепление вот так фиксируется на видеорегистраторе. Потом снимается пленочка и видеорегистратор приклеивается на стекло. Потом вы можете видеорегистратор снимать. Он вот так защелкивается. И видеорегистратор снимается. Только смотрите, чтобы была возможность его приклеить так, чтобы он вверх мог еще подниматься. То есть не вплотную к потолку, а чуть-чуть ниже, чтобы вы могли его снять. То есть вам нужно будет отступить где-то 3 сантиметра от верха стекла, чтобы его можно было снимать. Вот такое вот крепление. Если вы будете заказывать модель с GPS модулем, он поставляется отдельно. Вот он идет вот такой вот коробочке. Коробочка уже потоньше, поэтому она смялась. И в коробочке у нас находится сам GPS-модуль. Он нужен для того, чтобы, если вы хотите, чтобы на видео отображались координаты местоположения вашего видеорегистратора, то есть где вы едете, будут показываться координаты, и также будет на видео записываться скорость движения. То есть идет изображение с картинкой, и сверху справа у вас будет отображаться скорость движения автомобиля в данный момент и его координаты. Когда вы покупаете вместе с GPS-модулем, то вот это крепление вам не понадобится. Видеорегистратор будет держаться на GPS-модуле. Он также само приклеивается, отрывается пленочка, приклеивается на стекло. И уже видеорегистратор цепляется за GPS-антенну. Также самый видеорегистратор можно будет снимать, забирать с собой, если вы боитесь оставлять его в машине. А GPS-антенна будет просто приклеенная на стекло, вот такая вот прямоугольная штучка. Здесь контакты для подключения, питания GPS-модуля и передачи сигнала на видеорегистратор уже с GPS-антенны. Также у нас в комплекте здесь идут провод для подключения и зарядное устройство. Зарядное устройство, вот блок питания, это идет тоже от фирмы Xiaomi с одним портом USB. Сила тока здесь 2,4 ампера может выдавать это зарядное устройство, 5 вольт, 2,4 ампера. И также провод USB, micro-USB. Он идет длиной 4 метра. Это с головой достаточно, чтобы его вокруг стекла спрятать под уплотнитель, чтобы он нигде не мешал. Подключается видеорегистратор, вот разъем micro-USB. Все сделано очень качественно, разъем не разболтается, то есть тут чувствуется, что все надежно защелкивается и фиксируется. И провод протягиваем. Также можно его подключать, если у вас в автомобиле есть уже разъем USB, то видеорегистратор можно просто подключить к нему, чтобы не занимать прикуриватель, то любой USB разъем, хотя бы чтобы он выдавал ток 2 ампера, и тогда его будет достаточно для питания видеорегистратора. Здесь у нас есть слот под карту памяти. Я для тестов использовал карту памяти на 128 гигабайт, и она работала отлично. То есть он видит карты памяти с большим объемом вообще без проблем. У меня самсунговская скоростная 128 гигабайт, и она с этим видеорегистратором работает. Сейчас мы его подключим и посмотрим, как он работает, настраивается и подключается к телефону. Подключаем питание к видеорегистратору. Штекер здесь сделан под углом 90 градусов, чтобы провод шел вверх и не особо не мешал. Его можно будет спрятать за уплотнитель. Вставляем в разъем. Это мы подали на него питание, то есть включили зажигание, когда в машине, пошло питание и видеорегистратор включается автоматически и начинает запись. Здесь есть голосовые подсказки.
можно выставить на русском языке. Все настройки выставляются в приложении на телефоне. Здесь есть Wi-Fi встроенный, и с помощью него можно синхронизировать видеорегистратор с телефоном, просматривать файлы, настраивать его, вводить данные. Сейчас я покажу, как он подключается к телефону. Здесь нам нужно будет зайти в настройки, точка доступа Wi-Fi. Здесь кнопочки подписаны, вот стрелочки, ОК, назад и вниз вверх. Выбираем точку доступа, вот мы ее включаем. Здесь есть пароль для подключения, точка доступа будет называться, вот название ее, и нам нужно будет в телефоне ввести вот такой пароль. Для работы с видеорегистратором нам понадобится приложение 70мои, скачивал его с Play Market. Вот оно запускается. Сейчас видеорегистратор еще не добавлен в него. Нажимаем «Добавить». Выбираем модель видеорегистратора. Сейчас модель перед нами 70мои Dashcam Lite. Нажимаем на нее. Выбираем точку доступа. Следующий шаг. Все подсказки идут на русском языке. В видеорегистраторе мы включаем точку доступа. Вот запускается Wi-Fi. И он должен отобразиться у нас здесь в списке. Выбрать нужно будет эту точку доступа. Выбираем. И вводим пароль, который написан у нас на экране видеорегистратора. 44 77 4. Нажимаем «Подключить». Видеорегистратор подключился. Теперь заходим обратно в приложение. Нажмите кнопку подтверждения для авторизации. Нажимаем кнопку «Подтвердить». И происходит соединение с видеорегистратором. И теперь у нас изображение онлайн передается сразу на телефон. Вот идет отображение. В правом верхнем углу, если мы будем двигаться, будет показываться скорость движения, так как у нас будет работать GPS-модуль. Можно перейти в галерею и просматривать сохраненные, просмотреть записанные файлы, обычные видео. Видеопроисшествие — это если срабатывает датчик удара. Видеонаблюдение на парковке, когда машина просто стоит и перед видеорегистратором есть какое-то движение, все движения видеорегистратор записывает, будет отдельная папка. И также можно делать снимки с помощью видеорегистратора, нажатием кнопки на видеорегистратор, либо с помощью приложения на телефоне. С помощью кнопки «Фотосъемка» вы можете также делать снимки. И здесь вверху, где три точечки, у нас настройки. И здесь можно выбрать разные настройки, которые вам подходят. Продолжительность записи, чувствительность, наблюдение на парковке, голосовые подсказки можно выбрать, язык подсказок. Также можно отключить звук, чтобы вот этот ассистент, который все время разговаривает, его можно отключать, потому что, я думаю, через время он надоест, и его нужно будет выключить. Ну, а пока пусть разговаривает. В общем, все различные настройки можно здесь выбрать, сохранить и пользоваться. Дальше я приложу видео, которое я поснимал в дневное и ночное время, чтобы посмотрели. Ссылочку на него оставлю вам в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.